Всем привет, вы на канале Витим, и сегодня мы с вами в одной из самых гигантских стран мира. Казахстан – это место, где сейчас рождается новый звук, юмор и даже технологии. Здесь невероятное количество блюд и такое отношение к мясу, что позавидуют в Испании и Мексике. Это страна, где на дорогах двигаются автомобили 90-х, а молодежь работает в супертехнологичных офисах, как у Гугла. Многое из этого мы постараемся найти в нашем путешествии, и чтобы увидеть Казахстан с разных сторон, мы прокатимся не только по большим городам Астане и Алматы, но также посетим города и деревни поменьше. В этом выпуске вы увидите, почему европейцы все чаще выбирают Казахстан вместо Швейцарии, сколько денег нужно на трип по стране, чего хотят местные девушки и можно ли выжить в одиночку в дикой природе. Мы найдем рецепт вкуснейшего плова, поживем в семье узбеков и семье казахов, попытаемся открыть банковский счет, попробуем бишбармак и увидим еще кое-что, чего точно не ожидаешь от Казахстана. Так что нас ждет увлекательное путешествие, не будем терять время, наполняем тарелки козы и чашки кумысом, ну или хотя бы чаем, и стартуем. Мы летели в Казахстан из Вьетнама, откуда сейчас довольно много вылетов по не очень высоким ценам. И так как для граждан России действует безвизовый въезд в республику, мы поспешили своими глазами увидеть, послушать и, так скажем, попробовать эту страну на вкус. Первое, что мы делаем после покупки билетов, это бронирование отелей. И в наших поездках по России и странам СНГ мы пользуемся удобным приложением Суточно.ру. В этом сервисе уже более 350 тысяч вариантов проверенного жилья на любой вкус. Квартиры, отели, апартаменты и гостевые дома по всей России и не только. Чтобы не ошибиться с выбором, мы всегда читаем отзывы клиентов, а их здесь уже более 5 миллионов. Также есть опция «Быстрое бронирование», которая позволяет оформить бронь в несколько кликов. Ну и самое главное, кэшбэк до 30% на следующее бронирование. Его можно потратить на будущие поездки или отсыпать другу. И чтобы совсем упростить следующее бронирование, мы дарим 1000 бонусов для наших зрителей. Промокод вы найдете в описании к этому видео. Ну а Суточно.ру всегда найдет, где остановиться. А начнем мы нашу поездку с самого главного, но не самого большого города этой страны. И сейчас будет вопрос ко всем, кроме казахстанцев. Какой город самый большой по населению? Алма-Ата, Нур-Султан, Астана или Алматы? Правильный ответ – Алматы, потому что города Алма-Ата больше не существует, а любая попытка склонять название воспринимается алматинцами чуть ли не как личное оскорбление. Нур-Султана, кстати, тоже больше не существует. Так называлась Астана меньше 3 лет, с 23 марта 2019 по 19 сентября 2022 года. Теперь же город называется Астана, и хоть и является столицей, народу здесь живет значительно меньше, чем в Алматы. Теперь, когда мы немного разобрались с путаницей в названиях, давайте поговорим о главных символах города. Я даже не знаю, какое из этих зданий назвать самым узнаваемым, так как все они рушат все представление о городе посреди степи. Вот, например, впечатляющая мечеть Хазрет Султан, одна из крупнейших мечетей Азии. Она занимает площадь 11 гектаров и способна вместить до 10 тысяч человек. А это многофункциональный комплекс Абу-Даби Плаза, состоящий из 5 зданий, где содержатся офисы, жилые помещения, торговый центр и 5-звездочная гостиница на 190 номеров. Некоторые удивительные здания мы видели только из окна такси и даже не всегда успевали достать камеру. Например, вот это здание, похожее то ли на прожектор, то ли на миску с желе. Или вот этот небоскреб с макушкой, как у китайской пагоды. Жилой комплекс в виде северного сияния и бизнес-центры Казаны Тауэр, похожие на золотые наперстки. Еще есть конструкция в виде яйца, так выглядит здание Госархива. А вот эта башня называется Бейтерек, и это не просто смотровая площадка, а символ переноса столицы в 1997 году. Внутри даже есть художественная композиция Аялы Алакан, отпечаток первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Астана такая масштабная, широкая. Чувствуется, что это столица. Здесь на этой площади вот и невеста есть, здесь снимаются, видимо, часто приезжают и делают фотосессии. Тут такой микс архитектуры, какие-то здания мне очень нравятся, какие-то, как вот этот Наполеон бело-синий, мне не нравится. Очень много построек, как мне кажется, из нулевых, очень много стекла. И такой, знаете, такая Астана стеклянно-голубая вся. Необычно. Есть на что посмотреть. Но самая насыщенная на запоминающиеся постройки часть города – это площадь Независимости с ее массивными и фундаментальными домами, стоящими как стражники, которые охраняют Дворец Независимости, Национальный музей и Казахский национальный университет искусств. Прямо напротив построен так называемый Дворец Мира и Согласия в форме пирамиды. И если бы я был режиссером, то снял бы его для какого-нибудь фильма про теорию заговора. Все равно там особо ничего не происходит с 2003 года, кроме съезда делегатов мировых и традиционных религий. Но согласитесь, выглядит впечатляюще. Астану сравнивают с Дубаем именно из-за того, что ее тоже построили посреди ничего. То есть Дубай был построен посреди пустыни, а Астана была построена посреди степи. И именно поэтому я думаю, что здесь такие просторы, а еще вокруг нет ни гор, ни моря, ничего, чтобы смягчало климат. Поэтому колебание температуры составляет около 80 градусов. То есть летом здесь легко может быть плюс 40, а зимой минус 40. Но в октябре, в наш первый день в столице, нам повезло застать даже солнечную погоду, когда местные жители выходят на улицу и устраивают пикник прямо посреди города. Вот в России, особенно в Питере, все время борются с людьми, которые сидят на траве. Ну дайте горожанам вот эту свободу, босичком походить по зеленому газону, посидеть, наслаждаться летом. Здесь вот никто горожанам не мешает. Все сидят на газоне. Я вспоминаю, как меня в полицию везли, когда я сидела на Марсовом поле с друзьями. Ну, потом разрешили, правда, частично. Возможно, из-за скопления людей по дорогам и паркам курсирует много полиции, что могло стать для нас серьезной проблемой, так как для съемки мы используем дрон. И вот, когда я безобидно снимал Бейтерек, дрон потерял сигнал и каким-то чудом вернулся, а всего через пару минут в нашу сторону уже направлялась патрульная машина. Да? Ну вон. Так, они остановились и идут за нами. Мы быстренько берем самокат и сваливаем отсюда. Текаем на самом быстром транспорте. 415 база, ответьте. Оказалось, этот самокат брать нельзя. Мы уходим в толпу. Смешаться с толпой, главное. Не выдавать вида. Ничего, что у меня здесь микрофоны висят. Непонятно, кто здесь съемками занимается. Я всегда стараюсь летать на дроне из безопасных мест, то есть уходить куда-то, где меня, по крайней мере, будет не видно. Так в целом мы и сделали. Я думаю, только благодаря этому они не обнаружили, где мы конкретно сидим. Поэтому мы сейчас быстренько вот там с толпой смешаемся. И я надеюсь, что наши фотороботы не будут развешаны по всей Астане. Зрители, владельцы дронов наверняка спросят, так что же нам делать, брать ли с собой в путешествие свою DJI-ку? И вот мой ответ. Пока что на всех локациях, в которых мы летали внутри города, я летаю без спутников, то есть он не находит вообще никакой спутниковой связи и летаешь вот так вот на свой страх и риск. Говорят, что дроны здесь в целом уводят, даже не знаю, что вам порекомендовать, наверное, лучше не рисковать. Ну а еще я заметил, что очень много полиции, то есть есть туристическая полиция, ездят патрули. И в такой атмосфере, конечно, сделать много красивых кадров не получается. Просто начинаешь больше париться о том, что так надо быстро, надо незаметно. Поэтому съемок с дрона в этом выпуске, наверное, будет не так много, как хотелось бы. Осталось еще одно здание, о котором хотелось бы рассказать. Это тоже один из главных символов города. И он же самый большой шатер в мире. Хан-Шатыр вошел в десятку лучших мировых экозданий по версии журнала Forbes Style и, конечно же, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это гигантское сооружение сочетает в себе торговый центр, бич-клаб, рестораны и маленькие кафешки. И я не мог не рискнуть еще раз, чтобы не заснять это сооружение с воздуха.
И мы внутри шапки, и в целом здесь довольно просторно, и светло, и красиво. Мне нравится эта идея. Плюс архитектуру. А еще по центру, представляете, есть аттракцион «Свободное падение». Поехали! Ну почему бы не совместить шопинг и выброс адреналина? Сегодня у нас первый день в столице, и поэтому мы точно не успеем посмотреть все, потому что на вечер у нас запланировано одно мероприятие. Мы впервые в жизни попадем на стендап-комеди-шоу. Астана — это столица, и, конечно, здесь проходит бурная ночная жизнь. Но так как мы не ходим по клубам и ресторанам, и не любим дискотеки, поэтому мы пришли на другое мероприятие, которое тоже происходит поздно вечером. Это стендап. Первая ассоциация с казахами, то, что они супер угарные. Поэтому, наверное, сегодня будет очень смешной вечер. И я не знаю, как так получилось, но мы сидим на первом ряду. И я надеюсь, они не знают, что мы блогеры и пришли их снимать. Мне кажется, это будет прожарка. И нам будет не очень. Мы впервые попали на такой концерт, и именно через юмор смогли узнать больше об интересах и повестках казахстанцев. Например, в стране довольно остро воспринимается момент с национальным языком, и шутки на эту тему кто-то трактует ну уж слишком серьезно. Каждый день пишет «Манкурт, Манкурт, Манкурт, Манкурт». Чингиза Айтматова мы начали читать только в этой поездке, поэтому не все слова, звучащие со сцены, были для нас знакомы. Плохтау — это, знаете, такая деревянная скалка. Зарина, сен қай турасың дейді. Вот это вообще Опашки, тетешки, да? зор денсаулық, ашық аспан. Нам повезло встретиться с человеком, который не нуждается в представлении, по крайней мере в Казахстане. Это Зарина Байболова. Здравствуйте, всем привет. Если честно, когда я сюда летел, я знал о казахстанцах, это комиков. Но в целом у меня почему-то вот с казахами было всегда, что это супер смешные люди. Ну, у меня были знакомые там с Казахстана, ну, которые в России живут, но все равно. И все время вот какое-то чувство юмора, ну, оно невероятное просто здесь. И в том числе из-за этого мы решили осветить в том числе и стендап, и узнать просто, откуда это у вас, вот как это зародилось. Для россиян еще часто наш русский язык забавно звучит, потому что мы вроде бы чисто говорим на русском, но у нас есть слова, которые не применяют именно россияне. Есть же, у нас есть такое слово «назид», «назящий». Назид — это типа такой противный человек, это такой назящий. Например, у нас слово «долбоеб», вот, он может быть и в позитивном ключе, он может быть разным. Например, если скажу «долбоеб», это значит, что я тебя оскорбляю. А если скажу «долбоеб», это значит, что ты как-то смешно пошутил или что-то сделал такое, что типа, блин, капец, ты кадр, вот так вот. Мне кажется, что мы достаточно экспрессивны, и даже когда мы говорим, мы все часто показываем, отыгрываем звуки какие-то, типа я к нему подошел, тук-тук-тук, и он кушает фук-фук-фук. Это типичный казахский, наверное, такой говор, когда мы озвучиваем какие-то действия. И поэтому это все вместе такое что-то харизматичное, смешное складывается. Вау, это был офигенный вечер, мы очень много смеялись. В целом, темы, которые ребята затрагивали в стендапе, были нам очень понятны. Это дейтинг, это психология, это всякие свидания, отношения, материнство. В целом, все очень созвучно, мне кажется, с теми темами, которые в российском стендапе на сценах затрагиваются. У меня это был первый стендап в жизни, и мне кажется, включать такие мероприятия в свое путешествие, это очень прикольно. И если вы не знаете, чем заняться в том или ином городе, найдите стендап-концерт и просто посидите, посмейтесь. Я думаю, что зайдет практически всем. Да, и через юмор очень легко понять, какие злободневные темы, какие-то культурные особенности страны, потому что мы услышали, например, такие моменты, что мечта двоих стендаперов — это трехкомнатная квартира на левом берегу в Астане. Естественно, я сразу такая: так, левый берег, открываем карту, смотрим, что это за голубая мечта. Ну и какие-то города, еще что-то. То есть вы понимаете какую-то внутрянку, это очень здорово знать, записывается себе туда внутри, можно потом что-нибудь спросить и разузнать. Да, теперь мы знаем о таком районе, как Лесозавод.
где нет ни леса, ни завода. Ну и, кстати, ребята ничего там с нами не делали, поспрашивали в самом начале стендапа, кто мы, что мы, что-то смеялись, но в целом нас не топили, фу, слава богу. Я просто уже представила, что мы будем как на прожарке. Света подумала, что мы идем на ЧБД. Астана, особенно в солнечную погоду, это приятный город со всеми плюсами цивилизации, по которому приятно погулять или покататься на самокатах. Но, как я уже говорил, климат здесь довольно суровый. И если в первый день мы с удовольствием выбежали из наших апартаментов для изучения города, то дальше мы столкнулись с непредвиденными погодными условиями. Утром я впервые за долгое время увидел снег. Небо, асфальт и выражение наших лиц обрели единый цвет, и поэтому единственное, что нам хотелось, это прогуляться до кафе, посмотреть, что продается в местных магазинах, и поскорее вернуться в наши апартаменты. За один день погода испортилась настолько, погода опустилась до 10 градусов. Я не знаю, мне уже нет просто теплой одежды, мы достали весь наш арсенал, и не хватает шапки, потому что у меня уже все, уши мерзнут, холодно, даже кофе не спасает. Если в вашем городе погода также быстро меняется, серое небо над головой, какой-то постоянно моросящий дождик и потепление не предвидится, и вы уже в целом устали от такой погоды, я не могу не пригласить вас на Шри-Ланку. Вообще наш канал, он начинался со Шри-Ланки, мы живем там же устраиваем экскурсии, помогаем с трансферами и со всеми другими услугами, поэтому если вы тоже захотите где-то погреться этой зимой, обязательно прилетайте на Шри-Ланку, подписывайтесь на наш канал, смотрите специальный отдельный плейлист про Шри-Ланку, там вы найдете всю актуальную информацию. Ну и, конечно, добавляйтесь на нас в соцсетях. Судить о стране только по ее столице, конечно же, нельзя, и поэтому мы берем билет на самолет и перемещаемся сначала в Алматы, а затем летим в Жамбылскую область, где у Светы живут кинаишки, акашки, племяшки и другие члены семьи, имена и амплуа которых мне пришлось долго учить. Город Тарас находится неподалеку от двух границ с Узбекистаном, выпуск про который у нас уже есть на канале, и с Кыргызстаном, о котором мы тоже сделали отдельный ролик. Этот регион – часть общего культурного и демографического пространства Средней Азии, где народы не были четко разделены границами. Еще со времен Великого Шелкового пути эти земли были в общем культурным и торговым пространством, где постоянно пересекались казахские, кыргызские и узбекские племена. Границы между государствами в Средней Азии стали четкими только в 20 веке, после национального размежевания в СССР. После распада Союза многие семьи оказались по разные стороны новых границ, но продолжили жить там, где жили их предки. По всему Казахстану вы везде встретите это первое гостеприимство. Если вы еще скажете, что вы туристы, вам по-любому постараются показать какие-то наши традиционные вещи, по-любому, может быть, чем-то угостят, там, шоколадку, вот Казахстан, мы всем туристам ее дарим. Если Астана – это современный и местами даже футуристичный город, то Тарас – это некий портал в прошлое, вызывающий ностальгию. Здесь по-прежнему много советских панелек с олдскульными знаками, парни качаются на турничках, а на дорогах я то и дело встречал свой первый автомобиль и те тачки, которые наверняка у многих из вас тоже были. Вообще не думал, что такие аппараты до сих пор ездят. Здесь мы словно переместились назад во времени, где-то начало 2000-х, а может даже в 90-е. Уже модернизировали, конечно, старые пасеки. Здесь можно платить вот по QR-коду. Но помимо олдскульного транспорта, в таких относительно небольших городах, как Тарас, сохранились и старые традиции, которые нас очень удивили. У меня подружку украли сегодня. О, у нас есть сенсация. Подругу украли. А, да. День рождения ее же. Поздравляли все 12 ночи.
Приезжает ее парень, накидывает на нее плед Да, это ужасно Кутает. выглядело. и в машину. Как собак воруют, Да, так же это, человек, я это считаю, ужасно. это не нужно. Вы еще маленький девочка. С недавних пор за воровство невест ввели уголовное наказание, но все же девушки не всегда чувствуют себя в безопасности. Есть Которые- дикие парни, которые не понимают и начинают все больше и больше тебя. Я выходила, получается, с торгового центра, и ко мне подъезжает парень, уже не в первый раз. Ты уже знаешь, что машину. Я уже знаю, да. Нет, он меняет эти машины. Ой-ой-ой. Он подъезжает ко мне и снова говорит: давай я тебя подвезу. На что он получает ответ нет, но его это не останавливает. Он такой настырный парень, Мгм. может там за руку схватить, сказать: ну давай, садись, я подвезу. Очень Ну, я знаю, какие намерения у таких парней, поэтому нет. Поэтому я боюсь ездить на такси, потому что и в такси было вот такое. Да, они Да, могут он дверь не закрыть и открывал выпускать. ручку двери, пока я не дам свой Это официально Инстаграм. такси. А еще он был подписан как Заухар какая-то, а приехал вообще мужчина. Я еще обрадовалась, думала, эта девушка меня подвезет. Это был мужчина. Как неприятно. Слушайте, и как обезопасить себя от этого? Носить Только с собой перцовку. А еще одна древняя традиция, или вернее сказать, древнейшее ремесло – это охота. И в этих регионах люди до сих пор запасаются мясом таким образом. Я согласился поехать на охоту, чтобы посмотреть на по-настоящему дикие горы и степи, но при одном условии, что я не буду ни в кого стрелять. А еще местные охотники обещали познакомить меня с человеком, который уже несколько лет в одиночку выживает в диких местах. Like leaves, I keep on falling through the cracks in the streets tonight. I wanna walk right out of this world. So long, so long, so long, so long. I'll see you someday. So long, so long, so long. Говорят, где-то в этих краях в одиночестве, в отдалении живет мужчина, который когда-то давно уехал из России, и здесь живет вот таким вот отшельником, у него здесь форелевое хозяйство. Я не буду называть его имени, потому что я не знаю, по каким причинам он уехал, но вот так вот, я помню, удивлялся в Омане, как люди живут посреди пустыни, вот здесь что-то такое подобное. Сейчас мы поедем, попробуем его найти, не знаю, захочет он сниматься или нет, но просто покажу, как он живет. Говорят, что дядя ехал из России уже несколько лет назад и просто открыл здесь такое вот форелевое хозяйство. Живет один, наслаждается этой природой. И вот так к нему охотники периодически заезжают для того, чтобы купить свежую настоящую форель. Сейчас я попробую ее половить. Вот он, опасный момент. Денис, я присяду пока, ты рыбак. Как нету рыбы? Ну-ка, Толян, покажи-ка, братан. Вот она. Первый раз. А ты говоришь, рыбы нет. Вот она, вот она. Вовремя упала. Настоящая форель. Радужная. И тут у нас рыбалка продолжается. Пойдет, пойдет. О, вот это хорош. Да сразу сюда, вали ее. Да. Да что ты будешь делать? Так, вторая попытка Дениса. Пошла, пошла. О, хорош. Не, ни в коем, еле поймали. Какой. Денис, как впечатление? Я приближать на эту камеру не умею и себя показать не могу. Да, это круто. Я, говорит, спотел, блядь. Ты мне штаны теплые дал. Ну, что ты? У тебя такие же? Ну, да. Теплые? Не, у меня тоже. Блин, капец, Нету тоже. капец жарко. Ну, надо было другие взять. Сколько покажет? 4,5, 4,2. 4,5 считайте.
чтобы мы не мешались. И вы здесь один, да? У вас тут кошечки. Да, вот один вернулся. Ух, вот. Верный спутник, да? Да. О, вы здесь и зимой, и летом, да, можете? Да, да. Не холодно? Нет, у меня газовый камин. Я и греюсь. Вы, наверное, постоянно в работе, да? Не скучно? Или бывает? Не, я уже не скучаю, привык Да. к этому. Вот так, можете себе представить? Человек просто живет, по сути, в одном вагончике. И все. Чего, всякий раз, да, сюда приезжайте Я и... всю дорогу знаю. Ты мужику надо на хоть ноги Ну да. помогать. Ну ты зарабатывай, он здесь бедолага. Один сигареты не дал. Мужик нормально. Хороший. Зима, короче, снег, вот сюда к нему не заехать. С 4-го раза я сюда заезжаю к нему, короче, он сидит, там, мужик. Валерий. Бля, хлеб. У него даже света нету, да? Не, у него солнечный панель. Я говорю, на тебе хлеб, пузырь водки, короче, ему. Туда-сюда. Я тебе 2 рыбы подарю. Я говорю, нет, не надо, я заплатил за них. Я тебе почищу, я говорю, нет, не надо. Я говорю, дай манной крупы чуть-чуть. Бля, вот такой пакет. Я говорю, не, ну чуть-чуть надо, да? Хороший мужик. Ну как-то так, по-другому не получается. Это вот это молоко называется, да? Нет, это жир. Туму хорош. Туту хорош. Спасибо. Вот это настоящая чистая водичка. Можно. Живая вода. Есть рачки, вот видите, вот блестяшки плавают. Да. Вот они. Вот, да. Так, ребят, видите, вот эти вот рачки плавают. Оказывается, что они выделяют красный пигмент. И из-за этого вода красная становится. А уже из-за красной воды красной становится еще и рыба. Я вообще никогда не мог подумать, что красная рыба из-за каких-то рачков. Обнаружены следы дикого кабана. Видите, здесь ушел. Вот он приходит искать дикие яблоки. Дикие кабаны ищут дикие яблоки. Сейчас мы тоже пойдем их искать. Попробуем. Да, я думаю, так можно, да? Да и так можно. Тут... Настоящие дикие яблочки. Вот именно за этими яблоками охотятся дикие кабаны. Попробуем. Стоит оно того? Сладкие такие, мягкие. Не хрустят особо. Как... Они сразу как картофельное пюре идут. Понятно, что кабаны сюда заходят. Вот мы с вами не верим в глобальное потепление, а вот здесь вот рассказывают, что за последние 2 года уровень воды снизился практически в 2-3 раза. Это связано с тем, что ледники начинают таять, вся вода сходит, и вот уже в 2 раза речка обмельчала. И это произошло всего лишь за последние 3 года. Поэтому вот тема глобального потепления, она в целом актуальна. Сразу после того, как завезли наш улов в лагерь, мы отправляемся в горы, и дальше идти придется только пешком. Парни снарядили оборудование, а я приготовил свой дрон. Какого это года? 61-го. Офигеть. Местная охота — это такой вариант фитнеса, тренировки в горах. Мы примерно так же на Шри-Ланке на водопады лазим. Только здесь у ребят еще оружие с собой. Да уж, кто бы мог подумать, что вот так приеду в Казахстан, и меня сразу возьмут с собой на охоту профессиональные охотники. Вообще молодым здесь надо заслужить это право. То есть те, кто там младше, не знаю, 18-16 лет, не все вообще попадают сюда, пока не дорастут до определенного возраста, пока не заслужат этого. А мне вот так вот сразу повезло. Да простят меня охотники, но повезло мне в первую очередь в том, что мы не встретили никаких животных, так как я бы не хотел стать свидетелем удачной охоты в первый же вечер. Так что я с удовольствием поснимал закат в одиночестве и был рад просто провести время в хорошей компании и с вкуснейшей форелью. So much beauty everywhere, and it's speaking
I'll see you someday. Лично мне, конечно, очень жалко всех этих животных. Я бы просто вот так посидел бы здесь в траве. Меня оставили, ребята ушли заниматься своим делом. Я занимаюсь своим, а именно съемкой. Полетал с дрона. Здесь очень красивые локации, очень спокойно, очень тихо. Я даже говорю, видите, специально, чтобы никого, не дай бог, тут не спугнуть, не испортить ребятам охоту. И для них это, конечно же, целая традиция, целая история, культура. Они ходили на эту охоту еще со своими отцами, отцы с дедами. И в этом регионе это такая неотъемлемая часть жизни для кого-то. Поэтому, прежде чем судить этих людей, просто подумайте о том, что они так выросли. У них это нормально, они это любят. И, например, я не знал, что это очень сильно регулируемая вообще история. И для того, чтобы просто поохотиться, нужно иметь кучу разрешений, нужно заплатить много денег, которые в дальнейшем идут в целом на поддержание этой экосистемы, также для животных. И охотники, они такие, можно сказать, немножко санитары. Если, допустим, популяция одного животного вырастает и превышает какие-то нормы, то на них разрешают охотиться. Если же этих животных становится мало, то на государственном уровне выдается запрет. То есть уже нельзя охотиться. В общем, если я что-то не так говорю, обязательно меня поправьте. Но вот такая выдалась моя первая охота. На следующий день мы вернулись в город, и после пары дней в дикой природе Тарас перестал казаться провинциальным. На самом деле здесь есть много того, что нужно для комфортной жизни. Торговый центр, вечерние рестораны, даже парк с аттракционами. Мы настолько изучили город, что, ко всему прочему, составили наш личный рейтинг кофеин. Нашли огромный жирный минус этого города. К сожалению, здесь нет Wi-Fi. Не знаю, может быть, вы знаете какие-то места, где он есть. Мы уже обошли несколько кофеин, ресторанов, кафе. Нигде нет нормального соединения. Вот мы пытаемся выгрузить очередной выпуск на YouTube. Прошло уже 2 часа, загрузился 21%. И это я сейчас раздаю с мобильного интернета. И, надеюсь, к концу дня мы вот так вот по чуть-чуть где-нибудь загрузим. Короче, тарасцы, делайте что-то со своим интернетом. А еще в Таразе мы смогли оформить карту местного банка. Получилось не с первого раза, но зато мы даже прочувствовали атмосферу ЦОНа и очереди в налоговой. Одна из задач, которую мы хотим выполнить в Казахстане, это получить международную карту для оплаты иностранных покупок, билетов и так далее. И ходим по нескольким банкам, и в каждом банке разные условия, несмотря на то, что в интернете, когда читаешь про эти условия, они могут отличаться от тех, которые в действительности. Вот, например, в одном из банков нас попросили справку с работы, в другом нас попросили российский ИНН. В разных банках разные требования, разные документы, и сейчас мы попробуем обойти 3-4 банка и выбрать оптимальный вариант. Приехали в налоговую, чтобы понять, получили ли мы ИИН, отображаемся ли мы в системе. Мы зашли на второй круг, потому что оказалось, что неправильно заполнили наши документы в ЦИОМе и не указали наше отчество. Поэтому мы теперь заново делаем всю ту же самую процедуру, идем туда, будем заполнять, попросим, чтобы все-таки вписали отчество. Потом еще раз съездим в налоговую, убедимся, что наш ИИН рабочий, и только тогда нам откроют карту. Кажется, что карточку открыть можно. Только на год. Да, это важное уточнение, карточку открывать только на год. Хочется сказать отдельный рахмет казахстанским банкам и их сотрудникам за очень крутое обслуживание. Еще одна весомая сторона путешествия по Казахстану – это еда, и можно делать отдельный выпуск про то количество блюд, которые нам удалось попробовать. Хотя самое популярное блюдо здесь – это бишбармак, мы поедем на рынок, чтобы закупиться для приготовления другого деликатеса. Чтобы дополнить представление о местной жизни, мы приехали на локальный рынок, который расположен в уникальном месте. Здесь раньше был карьер, и это место сейчас называют яма. Видите, вокруг меня возвышение, и мы действительно находимся в таком углублении.
То есть по факту мы находимся на дне карьера. Нас пугали какими-то страшными, хаотичными казахскими рынками, но на самом деле, если сравнивать эти рынки с рынками Таиланда или Вьетнама, здесь просто полнейший порядок и тишина. Чем-то напоминает даже рынок в Омане. Каждый прилавок один к одному, то есть здесь легко разбираться, видно, где продаются сухофрукты, где фрукты, где оптовые поставки всяких овощей. А отдельный корпус есть для одежды и техники. Те, кто не были на рынках Юго-Восточной Азии, ребят, вам надо туда попасть, потому что тогда вам будет с чем сравнить. Восточные рынки – это те места, которые, конечно же, обязательны для посещения. Здесь огромное количество разных сухофруктов, орехов. Но что я обратила внимание, это впервые я вижу дыню сушеную. Смотрите, такие маленькие порции, очень прикольно взять в подарок, привезти такой сувенир. Есть вообще даже микропорция. И особенный продукт, который вы найдете именно в Казахстане, Кыргызстане и, наверное, Узбекистане, это курт. Мало кто, наверное, пробовал этот продукт. Это такие шарики кисломолочные. Это все вот так раскатывается в такие маленькие кругляшочки, сушится на прямом солнце. И на самом деле этот продукт очень богат белком. И если вы беспокоитесь, что вы не добираете белка, едите много сладкого или жирного, вот такие вот шарики будут очень сильно вас насыщать. Это такая прикольная история. Я не знаю, на что это можно, с чем это можно сравнить. Это как такой продукт, который вы долго можете ходить, рассасывать, кушать потихоньку. То есть это не то, что вы залпом такой кругляшочек сидите и все, и он исчезнет. Нет, это такая история в долгую. Обязательно берите вот такой курт. Сейчас он упаковывается очень удобно, вакуумные пакеты разного объема. Чтобы получился 1 литр гранатового сока, нужно потратить 3 килограмма граната. Для продавцов это, конечно, невыгодно, но для покупателей самое то. Сейчас сниму пробу прямо здесь. Самый натуральный. Говорят, что такой сок, он не хранится даже больше 3 дней. Даже если вы в холодильник положите, поэтому нужно пить его как можно быстрее. Сейчас этим и займусь. Никакого сахара, никаких там консервантов. Самый натуральный. Стоимость пол-литра сока составляет 1500 тенге. Ну и, соответственно, за литр мы отдали 3000. По-моему, отличная цена за такой свежевыжатый продукт. Но где вы еще за $5 сможете попить такой вкусный натуральный сок? Знаю, что людей больше всего, конечно же, интересуют цены. Теперь, внимание, вам будет очень завидно, потому что огромные, шикарные, сочные, вкусные помидоры стоят меньше, чем $50. То есть, сколько это? 45 рублей. Органические баклажаны всего лишь 200 тенге, а болгарские перцы всего 400 тенге. А килограмм картошки 200 тенге. Слива, ребята, какая здесь слива. Вот даже главное не цены, на самом деле, какие здесь фрукты. Фрукты здесь безупречно сладкие. Слива стоит 500 тенге. Офигеть, смотрите, какие цвета. Вы видели? Вот это реально цветная капуста. Я, кстати, не понял, почему цветная капуста, она белая всегда. Вот настоящая цветная капуста. Фиолетовая, оранжевая. По выбору продуктов здесь, по выбору сухофруктов, орехов, различных ягод, ну, здесь в разы больше, чем в той же Шри-Ланке или даже Вьетнаме. Только мы собрались уходить, нас не отпускают, теперь нам дарят дыню. Кто мы такие, чтобы отказываться от таких подарков? На здоровье вам, удачи. Как вас зовут? Меня зовут Сымбат. Спасибо большое. Вам тоже. Хороших путешествий, счастливого пути. Спасибо огромное. Приехали в какую-то более такую оптовую часть рынка, и здесь люди все открытые, все улыбаются, все рады помахать на камеру, как-то повзаимодействовать с нами. Я думаю, не часто сюда приезжают блогеры и их снимают, но мне нравится, что никто не закрывается. Все люди, ну, видно, что с душой, такие добрые, и главное, с юмором. Теперь, когда мы закупились всеми ингредиентами на базаре, посмотрим, как готовится настоящий домашний плов. Часто вы готовите плов?
неделю один раз. В процессе вот этого все, когда уже плов готов, ты уже ложишь тарелки, и ты же лук там не видишь. Ну да, тогда, кстати. Оно все растаивает, исчезает. Я учился сам, меня не учили. А как, мама готовила, я ходил, смотрел, как бы рядом ходил все время, кто-то помогал, что-то это. И вот оттуда я как-то у меня вот это вот. Настоящий домашний рецепт. Да, домашний рецепт, как-то захотелось, вот я и начал делать, готовить. Так, это все, вода пошла? Да, сейчас мы воду зальем. Я уже сбился со счета, сколько раз его здесь мешали, перемешивали, какие-то отверстия делали. Этот чеснок уже туда 3 раза вставляли, убирали, накрывали на минуту, потом доставали. Короче, здесь целый шаманский обряд какой-то произошел, а не готовка. Так вот, регулируешь каждый этот. Вообще я все это на глаз делаю. Точного рецепта нет. Он только в голове у повара, да? Все на глаз, все так пробую. Я даже соль, там кто-то ложкой кидать, я ложкой не умею кидать, я должен рукой. Если я ложкой кину, я... Да. Короче, мы не сможем рассказать рецепт, потому что он секретный, походу. Только вот на руку. Так и повторить мы, наверное, не сможем так. Мы сделаем что-то другое. Почему? 1-2 раза и... в Что-нибудь принципе, получится. я могу здесь просто вам написать, что, как, сколько добавлять. Там уже... Нашего красноречия не хватит, чтобы описать аромат и вкус этого блюда. Просто поверьте на слово, что это было очень вкусно. А лучше приезжайте и пробуйте сами. Перед поездкой в Тарас мне было интересно послушать про общую безопасность на улицах, так как здесь значительно меньше полицейских в городе, чем в столице. И об этом мы поговорили с молодым барбером Шавкатом. Вот я с крашенными волосами хожу по Тарасу, не опасно так двигаться? Не спросит никто с меня? Сейчас уже нет. Сейчас уже у нас особо никто на это не смотрит. Но лет даже 15 назад уже было рискованно. Это было смело, да? У нас, конечно, есть места, где еще присутствует дикость. Как бы в этих местах не особо много людей. Да тебя могут как по старинке, да, копаться, придраться по какой-либо причине. Там им, по идее, тоже так же вообще фиолетово, какой у тебя цвет волос, что ты делаешь, у них это просто еще одна причина до тебя докопаться. То есть есть вот это, да, около там, понятия, непонятия, вот эти всякие вопросы. Да, там еще что-то осталось, но там в основном это у нас молодые, которым интересна вот эта романтика. Как это слово пацана, да, вот эти всякие темы. Особенно, когда что-то такое из сериалов насмотрятся, там «Острые козырьки» в свое время насмотрелись. У нас потому что Тарас называют город пенсионеров, а городом молодых у нас называют Алмату. В Алматы нас встретил мой давний приятель Канат, чтобы показать нам свое рабочее место, где, как мне кажется, многие захотели бы потрудиться. Подождите. Ребят, мы куда приехали? Это точно Казахстан? Всем привет, меня зовут Канат, я работаю в Яндексе и сейчас вас туда проведу. Вот это офис, мы находимся с обратной стороны. Я как человек, который никогда не работал в больших компаниях и вообще в каких-то компаниях, мне очень интересно, как выглядит самый... Это можно же назвать самой технологичной компанией страны? Наверное. По крайней мере, одна из самых технологических компаний. Это первый этаж. Здесь в основном все
общее. Здесь сервис-деск. Каждый сотрудник может прийти, принести какие-то свои, не знаю, поломки или вопросы, или какие-то проблемы. Вот, да, и можно, там, если у меня ноутбук сломался, принести, зарядка перестала работать. Что, просто приносишь и ремонтируешь? Ну, да, если возможно, ремонтируют, если нет, то заменят. А чем именно ты занимаешься? Я продуктовый аналитик, работаю в Яндекс.Практикуме. Это не особо ни о чем-то говорит. Это как Чендлер Бинг из «Друзей». Помнишь, его у него все время спрашивали, чем он занимается и какая у него работа. Аналитик. Что-то анализирует. Наверное, в целом, это самый интересный этаж. Здесь у нас кофе-поинт. Он в целом стандартный для всех этажей. Плюс-минус отличается каким-то наполнением. Это холодильник. Есть, там, не знаю, продукты для всех. Типа молоко, сливки. Иногда выставляются йогурты, сырки, салаты, может, что-нибудь подобное. И есть личные полки. Это ты имеешь в виду, это бесплатная типа часть? Ну вот это для всех, да, бесплатно. Хочешь кетчуп или молоко? Если бесплатно, то, конечно. Здесь выкладываются фрукты. Уже под конец дня, конечно, осталось немного. Что у нас есть здесь еще? Ну, хлеб. Здесь всякие снеки. Вот сегодня зефир. Хочешь зефир? Нет, я не голоден, просто очень интересно. То есть каждый человек, кто здесь работает, он в целом может не париться о еде, да? Абсолютно. Ну, то есть, например, ты не успел покушать с утра, вот Да. можно взять хлопья, залить их молоком и поесть. Очень Орешками добавить, чернослив, гранолу. И вот чаек, не знаю, джемики, что-нибудь из подобного. Тыквенные семечки. А кофе? То есть кофе кто делает? Ты можешь делать самостоятельно. Вот это доступно всем. Слева вон есть инструкция. Рожковая кофемашина, если я не ошибаюсь, так называется, правильно? Вот, соответственно, слева есть инструкция. Ты можешь подойти, самостоятельно сделать себе кофе в тех объемах, которые ты хочешь. Соответственно, есть более... это, видимо, для перемалывания. Соковыжималка. Слушай, я могу поанализировать за кофе? Скажи, что надо анализировать? Как сюда устроиться вообще? Хороший вопрос. Эту тайну никто не раскрывает. Вот, и из интересного, то, что мне нравится здесь больше всего, кажется, это вот это. Не-не-не-не-не, это со льдом. О, ледогенератор, да. Это прикольно, когда какие-нибудь тусы, вещи. Вот, можно здесь набрать ведерко льда и кайфовать. Вот, это что касается кофе-поинта. Погнали дальше. А вот там вот винный шкаф, там бывает вино? Да, и особенно на какие-нибудь мероприятия зачастую, да. Вот завтра будет мероприятие. Если ты напиваешься с одного бокала, то, наверное, не рекомендуется тебе пить, да? Если ты выпьешь один бокал, это никак не повлияет на твою работоспособность, а иногда может даже лучше, ну почему бы и нет. Так, что здесь? Здесь я слышу спортивное. Зона для отдыха, 2 теннисных стола, ракетки, 2 бильярдных стола, один, соответственно, русский бильярд, другой, как мы Снукер. называем, да, или по-другому американка, и 3 PlayStation 5, которым можно посидеть, поиграть в течение рабочего дня или после рабочего дня, или на выходных. А скажи, кто покупает игры для PlayStation? Компания. То есть все это оплачивает компания? Да. Ну, то есть, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но если я не ошибаюсь, то можно составить заявку какую-то на игру. Ну, то есть, вы там коллективно подошли к вопросу, выбрали какой-то пул игр. Например, вышла FIFA 26, например, и вы говорите, нам нужно обновление. Мы не можем работать, мы не можем выполнять планы рабочие, да? Да, со старой версией FIFA. Это не актуальные составы, как это? Да. То есть вы хотите актуальную статистику, например, аналитику, да? Конечно. Тогда нужны актуальные игроки, да, понятно. О, привет. Привет. Салта очень Денис. Давай так, Денис, Салт очень работает приятно. в Яндекс.Поиске. Такой очень медийный человечек, я бы ее так описал. Часто выступает на разных конференциях, и Салта в целом крутая, и она еще недавно... Помнишь, что я говорил про Татлер, да, кажется? Да. Вот, Салту добавляли... Мне неловко. Журнал Татлер, вот, на 30, да, типа значимых женщин Казахстана. Вот. Привет, меня зовут Салта. Я работаю в Яндекс.Поиске. Моя задача делать так, чтобы казахоязычные пользователи и вообще казахстанцы легко находили какие-то ответы. Например, там все равно есть. Например, мы запускали нейро на казахском языке вот, со специалистами, которые сидят в этом алматинском офисе. И вот я вела этот проект. А давайте мы пойдем в спортзал и другие прибамбасы этого офиса. Это хуральное. Хурал — это монгольское слово, где все племена собирались и принимали какое-то решение. Это дух Яндекса тоже, когда все
яндексовые как бы племена, компании, разные продукты собираются и делятся, какие у них есть новые новости или какие у них есть, например, интересные события. Вот. А это для меня это мой личный шок, который я до сих пор, культурный шок, это прачечная. Да, тут забираешь уже чистые вещи, а оставляешь, позже покажу. Это для того, чтобы, когда наши сотрудники приходят с ноутбуками, с сумками, с едой, еще не таскать свои спортивные вещи, а тут есть спортзал и джим, они могут свои грязные вещи оставить, потом утром взять чистые и снова пойти в зал и не таскать с собой лишний пакет. Тут есть спортзал, какие-то популярные тренажеры. Да, хороший спортзал. Наверное, внутри нам не получится снять, либо позже снимем, когда людей станет меньше. Есть очень классные раздевалки. Тут 5 минут назад никого не было. Денис, когда бы ты еще зашел в женскую раздевалку? Только в офисе Яндекса. Тут есть специальный бокс для полотенец и для грязной формы. Потом завтра уже чистую забираем от прачечной. Есть очень много шуток про то, что эти полотенца в душевой слишком маленькие. И я каждый раз думаю, в какой момент мы начали об этом шутить, потому что полотенце это уже шок, это душевая уже классно. Да. Уже другие критерии на размер полотенца. Это комната матери и ребенка. А есть сотрудницы, которые с детьми приходят? Я еще не видела, но все равно бывает, когда там девушка или сотрудница приходит с ребенком. Не так, что постоянно я не видела. Но условия для того, чтобы мама могла покормить, спокойно успокоить ребенка, поиграть, подогреть, да. Все еще есть, может быть, где-то стереотипы про мужские профессии и женские, но в Яндексе его точно нет. И я вижу это прям в разнообразии команд. Это у нас массажный кабинет. Красный свет означает, что там занято. Человек получает массаж шейно-воротниковой зоны. Вот. Завидуем. На самом деле, я сейчас думаю, я за 2 года работы, за год работы в обществе, я 3 раза взяла массаж, и то это на последние месяцы, потому что когда ты живешь в этом, как будто ты не юзаешь, не ценишь. И психотерапевт, как внутри есть диван и раковина, чтобы смыть слезы. А подушка есть? Подушка есть, там все. И салфетки. Можно сыграть психотерапевта тогда? Нет, психотерапевт никогда не ходит в форме. Да. Потому что он вас должен не пугать своим внешним видом, он должен выглядеть так же, как и вы. А только терапевт, там врач выглядит какой-то. Вот, пожалуйста, смотрите. Как уютно. Да, есть подушки, все что. Вот в таких местах работают казахстанские аналитики, программисты и маркетологи, одновременно играя на музыкальных инструментах, занимаясь йогой и устраивая вечеринки на террасе и зависая в юрту. Но нам интересно узнать о природных локациях города и окрестностей, поэтому мы попробуем арендовать автомобиль и отправиться за город. И при аренде мы еще раз столкнулись с казахстанским гостеприимством. Дружелюбная хозяйка рентала рассказала нам все тонкости не только касательно автомобилей и правил, но и про те места, куда мы собираемся поехать. Обычно в подобных сервисах тебе сухо передают ключи, а тут такая забота. В общем, такой рентал грех не порекомендовать. Ну все, мы наконец-то забрали машину, уже немножко отъехали за город и хочется поделиться своими планами. Вообще мы собирались посетить 3 локации за 2 дня, но так как наш рейс задержали, сегодня мы никуда не успеваем. Мы хотели в первый же вечер успеть увидеть каньон в закатном солнце, но так как была задержка рейса, мы понимаем, что спешить уже некуда, мы все равно туда не успеем. Поэтому на завтра у нас очень грандиозные планы, нам надо успеть посетить целые 3 локации. Первая — это Кальсай, вторая — это Каинды, и третья — это сам каньон. Для того, чтобы это сделать, нужно знать некоторые нюансы, о которых мы расскажем вам дальше. Про особенности мест мы поговорим позднее, а пока отмечу идеальное состояние дороги по направлению к озеру Кальсай.
Ну и, конечно же, виды, которые открываются практически сразу же, как только выезжаешь из города. Здесь практически нет никаких построек, а на некоторых участках даже и линии электропередач, что придает этим местам особый шарм. Я впервые еду на китайце, еду пассажиром, и, если честно, мне пока все нравится. Здесь очень просторно. Свет, тебе как, вот как водителю? Мне тоже нравится. Вообще чувствуется, что машина новая. Ты там посмотрел по документам, 25-й год. Мы, наверное, просто чуть ли не первой десятки, кто водит эту машину. Я когда беру в аренду, я всегда думаю, ну, пускай будут царапины. Если добавишь, может быть, не заметит. Тут она просто идеальная, просто вылизанная. Вообще, по вождению, конечно, нужно заметить, что здесь очень много камер. Просто они все такие разные, везде понавешены. Да, да. Очень много камер. Выезжая из города, мне кажется, я уже сделала 2 нарушения. 2. Проехала на сплошную, перестроилась. Короче, и там висела камера. Вот прям в последний момент, когда я это делала, я встретилась с ней глаза в глаза. И скорость еще в одном месте. То есть прям тут надо серьезненько ехать, аккуратно, все время следить за скоростью, потому что компании берут депозит, и потом, если придут штрафы, они вычитают эту сумму из этих депозитных денег, что будет не очень, наверное, приятненько. Я думаю, здесь нет таких скидок, как в России, когда ты быстро оплачиваешь штраф, у тебя скидка. А еще добавлю к тем планам, которые у нас есть по поводу поездки и локаций, то, что нам завтра, правда, кровь из носа надо увидеть эти локации, потому что потом, к сожалению, погода меняется, и по прогнозу на данный момент дожди. Дожди вообще нам не на руку, у нас нет никаких дождевиков, никакой непромокающей обуви, чтобы смотреть красивые природные локации, а природные локации, они что? Ну, когда плохая погода, там просто непроходимо будет. Да, иначе будем сидеть и смотреть матч Кайрат и Реал Мадрид. Да. Блин, 1-1 реально будет счет, отвечаю. Смотри, уже горы видно. Первый день мы даже не пытаемся успеть увидеть природные места, так что сразу отправляемся в село Саты, где и находится наш гестхаус. Мы заехали в местный гестхаус. Это такой гостевой дом, где реально местная семья принимает гостей. И гости приезжают просто со всего мира. То есть это обычный дом. Смотрите, Света уже сидит, играет с детьми. Вот это ребята из Франции. А тут приехали ребята из Китая. Дружба народов конкретно. Hello. Что это такое? Ананас? А тебя как зовут? Тебя как зовут? Норай. Амурт. Амурт. Амур. Албу. Арбуз. Листик. Еремшик. Сырга. Дамба. Алмурт. Бинго. Так, у нас нет шансов не поиграть в Уно с местной хозяйкой этого дома. Она даже не спрашивает нашего разрешения или не предлагает нам играть, она просто дает карты и говорит, садитесь, играть. Я не знаю. No, it doesn't work like that. No. А теперь наш номер. Так, Светлана, вы одеты? Это наш, где мы будем спать. Я думаю, мы будем спать на этой. Из этих 4. Да, смотрите, туда лягут французы, туда китайцы, сюда австралийцы. И тут мы с тобой. Нормально? Не, на самом деле нам выделили самую крутую комнату. Здесь 4 кровати. И это только для нас, не подумайте. Ну а что вы хотели? Сколько стоит этот номер? $30. $30. Знаете, мне даже понравился такой вариант жилья, когда ты не просто заселяешься в номер в отеле,
прям заселяешься к настоящей семье, которая здесь живет. Мать, она учитель, ну, я имею в виду хозяйка. Хозяин, кстати, ее муж тоже учитель, и у них 5 детей. И вот эти 5 детей каждый день сталкиваются с иностранцами с разных стран. Они сейчас не говорят даже на русском нормально, то есть они говорят только на казахстанском, но я думаю, что они слышат английскую речь, слышат французскую речь, русскую речь, и схватывают понемножку. И, наверное, в дальнейшем, когда они вырастут, я надеюсь, что они будут легче просто учить языки. И представляете, когда ты можешь знать там 3-5 языков, насколько много возможностей для тебя открывается. Хотя, по сути, они выросли, ну, в небольшой деревне. Прямо 18 километров. Мы уже едем в сторону озера Кальсай, проснулись, позавтракали и подъехали к первому пропускному пункту, где нужно оплатить 3000 тенге за 2 человека за машину. Не знаю, сколько будет стоить, если бы было больше человек в машине, но за 2 вот сказали 3000. И здесь сказали, что будет на обратном пути большая очередь из машин. Вот мы и проверим. Сейчас на 7:30 утра никого. Все, мы подъехали до финальной точки. Дальше либо пешком, либо на каком-то транспорте. Но так как рано утром, еще никого нет, мы пойдем все-таки пешком. Здесь всего в регионе 3 озера Калсай. Нижнее, среднее и верхнее. Мы приехали к первому озеру. Здесь все облагорожено, есть кафешки. И сейчас вот мы идем по оборудованному пантусу. Денис заставил меня это говорить и признаваться, что это, наверное, моя инициатива. В общем, да, мы у первого озера, их еще 2. И вот здесь подробный маршрут, как вообще преодолеть это расстояние, как идти. Это займет часа 2, иногда 3 часа, в зависимости от подготовки. Я говорю, не пойдем. Это моя инициатива, не идти, успеть посмотреть другую еще локацию. Ну, не люблю я хайкинг, ну что, и там еще к тому же будут всякие деревья упавшие и все такое. Поэтому мы обойдемся без этого. Семья пошла. Мне кажется, что выбор очень прост. Слева тропа, которая займет 3 часа ходьбы, а справа чуть-чуть прошли и кофейня с красивым видом. Туда мы и направляемся. Хайкеры! Ленивый отдых. Каждые 50 метров приближения к озеру открывают новые углы обзора и вызывают эмоции типа «Вау, как красиво!». И для этого даже не обязательно идти по тропе 3 часа. Я уверен, что в такой прогулке могли бы быть свои приколы, но для первого раза мы ограничимся одним, самым большим озером. За красивый вид с капучино нужно заплатить. А так мы отдали за капучино 2700 тенге. Американо, может быть, чуть подешевле будет стоить, но все равно это примерно в 2 раза дороже, чем в других кофейнях где-то в городе. Даже в Астане или в Алматы. Кроме нас, сейчас 8 утра, там 8:20 утра, здесь буквально 3,5 человека. Ну, территория достаточно большая, поэтому все так разбросаны. Кстати, первое впечатление — это то, что озеро не такое огромное. То есть казалось, что оно будет больше. А последующие, если вы пойдете, они еще меньше. Поэтому я вот реально не вижу смысла туда идти. Лучше кофейня, лучше вид красивый. А я бы все-таки вернулся для того, чтобы прогуляться. Всего лишь 13 километров
это действительно, ну, даже если идти очень медленно, даже если снимать, это займет, ну, реально 3 часа. 3 часа туда, 3 часа обратно, вот и день прошел. Поэтому нам обязательно нужно будет вернуться в Казахстан, чтобы проделать этот маршрут. Надпись позади меня гласит, что мы на отметке 1800 метров. И, если честно, здесь как будто немножко сложнее дышать. Особенно, когда только приехал. Потом, со временем, вот уже на обратном пути, дыхание привыкает, идти уже легче. А может быть, это кофеек так работает. Но, тем не менее, чувствуется разница, чувствуется, насколько здесь приятный воздух. И, если честно, хочется здесь провести немного больше времени. Но, к сожалению, у нас этого времени нет. Поехали на следующую локацию. Мы сейчас едем до Каенды, озеро Каенды. Нам ехать час 10. Но я так понимаю, что где-то через час мы должны машину оставить и пересесть на какую-то заброску. Уазик, пазик, что-то Надо такое. поторапливаться. Тайминг. Стартуем. Нельзя шутить с таймингом. В этом регионе, куда ни посмотри, везде есть киношный вид. А главные достопримечательности разбросаны всего в нескольких десятках километров друг от друга, что делает район очень удобным для туристов. Но далеко не на все точки можно просто доехать на своем авто. Вот такие парковочки с буханками стоят, где нужно договариваться о справедливой цене на заброску. Мы уже заранее знаем, что цена нормальная, это где-то 20 тысяч, хотя называют 25. 25 тоже нормальная цена, но за 20 хотелось бы договориться. А ваш какой аппарат? Вот тут. Вот это? Да. Бешеный. Ну ладно, поехали, чего у нас времени нет. Ну давайте за Да. 23. Ну 20? Ну 20 там заплатим. Давайте. Вот это аппарат, залетайте. А вас как зовут? А? Вас как зовут? Руслан. Руслан, очень приятно. А за что держаться, чтобы не улететь? Ё-моё. Будем лететь? Вот это бомба. Это моя первая поездка на буханке. А я должна признаться, что я была на Алтае. Люди, кто был на Алтае, те знают, что это, ну, это просто это комфорт, максимальный комфорт. Там на таких вообще транспортах не умещаешься. Если мы вообще поедем просто. А группа уже поехала. Смотри. Уплочено? Уплочено 3000. Good. Руслан, стартуем. Ну что, от Калсая до этого озера час. Ну потому что у нас водитель нормально летел, и мы быстренько доехали. Трясочка, конечно, была знатная. Не занимайте места сзади, там вообще трясет гораздо больше. Лучше ближе к водителю. Ну что, мы приехали на парковку. Дальше еще 2 километра нужно идти до озера. Но можно проехать на вот таком, как бы, такси, скажем так. 500 тенге в одну сторону с человека. То есть 2000 еще закладываем бюджета туда-обратно. Так, у нас здесь вечеринка продолжается. И мы на этом прекрасном, невероятном озере добрались сюда на этом такси. Это заняло где-то 5 минут в одну сторону, 500 тенге. Можно дойти пешком. Видели, как туристы идут пешком. Наверное, это займет минут 20-25, не больше. В целом тоже, если обладаете временем, то сходите пешком. Ну, а здесь еще надо спуститься к самому озеру. Вот это еще минут 10 вниз. Соответственно, сейчас мы попотеем, когда будем идти обратно наверх.
Озеро невероятное, очень красивое. Видимо, когда-то здесь была просто низина и деревья, но потом произошло землетрясение или какие-то катаклизмы, образовалась вот эта вода сюда пришла, и теперь здесь такие иссохшие деревья. Именно эта картинка стояла у меня на телефоне уже последние полгода. До этого там стоял Сеул, и мы там побывали. А вот теперь мы в этом месте. Поэтому ставьте на свои заставки те места, которые вы хотите посетить, и это реально работает. В этом парке есть плата за въезд. Соответственно, за этой территорией должны следить, и я вижу, как за ней следят. Здесь есть работники, несколько раз их видела, с большими мешками, они собирают мусор, который оставляют туристы. Это радует. Не радует, что туристы оставляют мусор, но радует, что за этим приглядывают. На этом озере природа как будто бы сильнее, чем наплыв туристов. Даже несмотря на то, что здесь довольно много людей, то есть, наверное, пока мы сидели, ну, может быть, под 100 человек прошло через нас, все равно ощущаешь, что энергия места, она реально завораживает. Может быть, это зависит от критической массы, когда людей будет еще больше, может быть, будет некомфортно. А так я все равно ощущаю вот эту силу природы. Так что не переживайте, даже если вы приезжаете там не рано утром и, может быть, в самое такое пиковое время, все равно вам хватит этого ощущения единения с природой, хватит времени полюбоваться, хватит места, хотя озеро не такое уж и большое. Передаем за проезд. Спасибо большое. Прошло 1,5 часа, столько, сколько говорил нам наш водитель, и мы уже спустились на парковку, пойдем его искать. Идет, да? Осталось одно место неподалеку, которое мы хотим посетить. Но по пути совершенно случайно наткнулись на еще одну точку, которую вы тоже смело можете добавить в свой маршрут. Удивительно, но большинство машин просто проезжает мимо, словно не замечая гигантской расщелины посреди степи. И только стадо лошадей спокойно пасется на краю этой пропасти. Учитывая, что Черный каньон находится прямо на пути к Кальсаю, я думаю, он стоит того, чтобы сделать короткую остановку. Подъехали к Чарынскому каньону, и здесь тоже нужно заплатить за въезд. Вы у нас впервые уже раньше были? Не, впервые. Хорошо. Будьте аккуратнее, края каньона близко не подходим. Ну, въезд, как везде, во все национальные парки, здесь как будто фикс прайс. 3000 тенге. Если быть точно, 2950. Полтинчик дали сдачи. Да. Но вот тут сразу видно, что это популярная локация. Полная парковка машин, домов на колесах и людей, которые хайкают, люди, которые на велосипедах. И это мы еще только на подъезде. Там, наверное, внутри будет капец. Походу, люди здесь на ночевку остаются. Если вы по какой-то причине не хотите идти, не хотите гулять пешком, вот, пожалуйста, есть здесь баги такие, электрокары, что-то типа гольф-каров, которые вас без проблем довезут. Это может быть удобно людям с ограниченными возможностями или просто лентяям. Как мы хотели, мы приехали сюда в 15:30 на Golden Hour. Солнце уже начинает садиться, где-то через часик оно полностью сядет и спрячется за горы. Так что у нас еще есть время насладиться этим местом. Каньон и так такого красноватого оттенка, а в закатных лучах солнца еще более красноватым.
Так что мне кажется, это идеальное время. Так думают очень многие, поэтому на парковке очень много машин. Но что поделать. Зато сюда идет отличная дорога, без стресса. Мы идем к самой эффектной точке, и сейчас время 16:10, и видим, как уезжают последние баги. И мы остаемся здесь абсолютно одни. Вообще никого, ни единого человека. Только мыши-самоубийцы, которые стоят на обрыве и смотрят закат. О, две! Их две! Не прыгайте! Не прыгайте! Я вас прошу! Белки-самоубийцы! Знаете, Чарынский каньон часто называют попсовой локацией из-за довольно удобного расположения. Из Алматы до него можно добраться всего за 3 часа. Но, как по мне, это нисколько не должно влиять на восприятие мест. Каньон растянулся на 154 километра, и даже когда здесь очень много туристов, вы без труда сможете найти тихие места. Высота отвесных гор не очень большая, около 200-300 метров, но Чарынский каньон все равно можно назвать младшим братом Гранд Каньона в Америке. Он меньше, но отличается ярко-красными скалами, более узкими ущельями и долиной замков, где каменные образования напоминают крепости. Я вообще считаю, что в плане природы сравнения неуместны, и даже если вы были в Гранд Каньоне, его казахстанского младшего брата стоит навестить. Ура, цель достигнута. 3 локации за один день посетить можно. У нас это получилось. И сейчас 16:30, мы уже будем выдвигаться потихонечку назад, для того, чтобы не сильно поздно вернуться обратно в город, в Алматы. 16:45. А далее мы приведем цифры, сколько стоила нам такая самостоятельная поездка на 2 дня на арендованной машине по всем этим 3 локациям и сколько это стоит в рамках тура. Чарынский каньон выглядит один в один, как в 1000 раз увеличенный Иеремшик. Да, мы разбираемся в сладостях. Должна признаться, что для меня вождение – это кайф и удовольствие. Обычно, если я сажусь за руль, я ни о чем не думаю, вообще расслабленно, комфортно катаюсь. Но в Алматы или вообще в Казахстане дело обстоит иначе. Здесь такое огромное количество камер, они понатыканы просто везде. У тебя постоянные ограничения 40, 60, 40, 60. Ты вот вечно в этом мечешься, в этих скоростях, лимитах. Все ползут. Даже если у вас какая-то классная тачка, все медленно едут, не знаю, как будто бы даже это too much. Также постоянные камеры, которые там, да, там навигация постоянно говорит, камера на полосу, камера туда, камера на перекресток, еще куда-то. Я вечно стрессуешь, потому что я вообще опытный водитель, я вообще уже забыла, что такое стрессовать на дорогах, но я вспомнила, что это такое. Сама я из Питера, у нас тьфу-тьфу-тьфу, пока не такое количество камер, чуть меньше, и поэтому там я кайфую по полной. По поводу нашего китайца, у нас китайская машина, 4 дня, потрясающий вообще опыт, все хорошо, она высокая, она с хорошей шумоизоляцией, все классно по кондиционеру, не знаю, тепло. В общем, эта машина стала таким нам домом. Сейчас едем ее возвращать. Кажется, китайцы научились делать тачки. Вообще, скажите, в чем китайцы вообще не молодцы? Уже во всем молодцы. Мы снова вернулись в Алматы и наконец-то смогли хоть немного посмотреть город. В этом 2-миллионнике практически не ощущается давление мегаполиса. Зеленые улицы, улыбчивые жители, атмосферный зеленый базар с большим разнообразием местных блюд. И если сравнивать 2 столицы, то Алматы — это как любовь бабушки, а Астана — как суровые, но справедливые родители. В этом городе мы могли бы и пожить. Астана у нас типа
холодная столица, у нас тоже здесь не так много солнца, большая часть года здесь холодно, зима. И астанчане, они такие: работа, дисциплина, все такое больше, такое в темпе, в ритме, некогда остановиться. А, например, алматинцы, если будете в Алматы или, может, были, там прям сильно вайб отличается тем, что люди более расслабленные. Ну, там погода, там тепло, там горы. Особенно нам понравились природные места практически в черте города, куда мы направились в наш последний день. Мы приехали в место, где хочется дышать полной грудью. Слава богу, нам повезло, и сегодня хорошая погода. Вчера мы отсиживались дома, а сегодня погода позволяет совершить прогулку по тропе здоровья, так местные жители называют эту тропу. Это 800 ступенек наверх в гору. Мы приехали в Медео. Для вас указатель — это Медео Визит-центр. Перед ним есть парковка платная, 500 тенге за 2 часа. И дальше вы по дорожке продолжаете свой путь, и начнутся ступеньки, куда мы с вами и отправимся. И говорят, обещают, что там потрясающие виды. Ну и плюс это очень здорово так совместно провести время и замедлиться, понаблюдать за природой вокруг. Поехали! Сколько сейчас время? Без 25:12 мы начинаем свой путь. Место достаточно развитое. Здесь очень много кафешек. Можно взять кофе, можно перекусить и в туалет сходить. В общем, все, что нужно цивилизованное здесь есть. Также здесь есть большущий каток. Он закрыт сейчас на реконструкцию. Он построен еще в 50-х годах. Это самый большой открытый искусственный каток в СССР раньше был. Сейчас тоже, наверное, большой, грандиозный. Специально к нашему приезду, видимо, хотели установить турники и спортплощадку. Кстати, очень классная площадка с дорожкой. Вокруг нее прорезинены для бега. Но не успели, видите, прям все еще только в упаковочной обертке устанавливают. Но имейте в виду, у вас такой вот будет фитнес-подъем, потом можно еще что-нибудь поделать на площадке. Сначала мы прошли метров, наверное, 400 по дороге с очень серьезным таким наклоном вверх, а сейчас идем по лестнице. Ну, может, метров 300, ладно. Ну, надо же добавить. Нормально. Найти и не болтать. Я именно такого ожидала. Мы на хребте, получается. Вау. Я думала, вид туда будет, а вид, оказывается, туда. Мы так офигели от видов, что забыли посмотреть на часы. Мы здесь примерно 15 минут уже просто залипаем и снимаем. И получается, что подъем занял у нас ровно 25 минут. Вот мы даже еще не близко к этой вершине, где люди катаются, наверное, на лыжах, сноубордах. И тут есть подъемники, которые поднимают спортсменов туда, к вершине. И даже несмотря на то, что мы просто туристы, просто прогуливаемся, все равно уже ощущаешь и проникаешься этим вайбом зимних видов спорта. Все равно есть какая-то вот эта вот общая атмосфера, что и в Сочи, в горнолыжных курортах, что и здесь. Вот этот массив природы, он на тебя так воздействует, можно сказать, приятным образом давит. Плюс вот эти звуки подъемника. Даже не являясь спортсменом, чувствуешь себя немножко спортсменом. А те, кто не хотят гулять в горах, могут спуститься чуть-чуть пониже и прогуляться по парку Теренкур. Офигенный парк, очень ухоженный, здесь много зон для прогулок. Несколько километров вдоль реки можно гулять. Здесь есть зоны для детей, есть тренажерный зал, кстати, очень хороший. И вообще Верхний Алматы мне показался более комфортным именно для туристов. Ну что нам надо, туристам? В горы сходить, вот эти хайкинги, погулять подольше, парки, более такая зеленая зона. Ну и отсюда, конечно, тоже удобно добираться до торговых центров. Здесь в целом есть все. Поэтому, приезжая в Алматы, я все-таки рекомендую заселиться вот в этот район, район поближе к Медео. Хотя мы, кстати, заселились ближе к центру.
Вот эта тропа вдоль реки, посмотрите, какая офигенная. Несколько километров, хочешь гуляй, хочешь беги. Очень круто. И шум воды так успокаивает, нет звуков машин, ничего, только журчание горной речки. Перед поездкой в Казахстан мы уже знали, что не сможем охватить и 10-й части этой огромной страны. И даже переживали, что наш ролик не сможет отразить все. Местное гостеприимство, разнообразие блюд, мест и атмосферы внутри республики. Так что пусть это видео станет для вас отправной точкой перед вашим собственным путешествием. Ну а мы обязательно вернемся, и я думаю, что не раз. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поддерживайте ролик лайками, оставляйте свои комментарии для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей по всему миру, так как сейчас YouTube переводит ролики на все языки мира, и об этой замечательной стране может узнать вся планета. И как всегда, будьте смелее. Путешествуйте!